Evangelion 2号機起動. Добрый день, добрый вечер, дамы Апанова, а также небинарные персоны. В прошлом году я уже записывал, так сказать, annual эпизод, годовой рекэп. Господи, сейчас бы слова все заменить на англицизмы. Короче, я записывал видео, условно говоря, про то, что со мной случилось за год, и я считаю, что эту традицию нужно поддерживать и продолжать. В этом году она, конечно, будет чуть-чуть изменена, это будет не классическое видео, а такое скорее подкаст, так что вы можете его подрубить на фон, да, там под него поесть, поубираться, заснуть, может быть, я не знаю. Вот. Так что да, в этот раз вы не увидите моего лица, зато можете вовсю насладиться моим голосом. Знаете, тут вот передо мной сейчас лежит листочек с планом, даже со сценарием полностью написанным. Я же стал качественнее подходить к контенту, так что я, может быть, тут буду немножечко шуршать, так сказать, создавать ламповую атмосферу. Начать я хочу с того, чем обычно все заканчивают. Я хочу сказать слова благодарности. В первую очередь я хочу сказать слова благодарности своей семье, своим родителям, своим друзьям. Потому что год был, очень трудно, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. И без их поддержки, без их объятий, без их действий, без их слов было бы, очень тяжело. Прям очень тяжело. Так что да, мне иногда не хватает каких-то слов, чтобы выразить эмоции, но я запоминаю все действия, запоминаю всю ту доброту, которая со мной делится, и я, искренне переполняюсь очень добрыми чувствами, которые я иногда не знаю, как выразить. Так что да, большое-большое, огромное спасибо моим родителям, моей семье и моим друзьям. Также хочу сказать большое спасибо тем людям, которые есть на этом канале. Не иронично, реально большое спасибо, ребят, что вы как-то нашли мои видео, что вы остались на этом канале. Огромное отдельное спасибо тем, кто решил поделиться, донатами, потому что благодаря донатам я смог выполнить парочку интересных трюков, например, как поездка в Прагу, снять там видео про комиксы, про саму Прагу. Я смог секретом приехать к своим родителям на Новый год, потому что, честно скажу, что деньги, которые я использовал для покупки билетов, это были донатные деньги. То есть без этого все было бы очень трудно. Также я хочу сказать отдельное спасибо всем тем, кто активничает под видео, ставит лайки, пишет комментарии, создает какое-то комьюнити на этом канале. Это значит, что что-то я делаю правильно. Я создаю что-то такое, что вызывает у вас желание поговорить об этом, поддержать это, поделиться этим. Как сказал в свое время Гриша Яниосов, я надеюсь, я правильно произнес его фамилию, если место не несет в себе идеи и не создает в себе культ, его нужно поджечь и обоссать. Или обоссать и тогда уже сжечь. И мне очень искренне хочется выстроить какое-то комьюнити вокруг канала, в котором была бы хорошая атмосфера хотя бы. Вот задача минимум хотя бы, чтобы просто были ребята в комментариях, которые бы друг друга знали, которые, общались бы. Это все. Я просто очень такой стал закрытый к новым знакомствам. Как-то это у меня со временем появилось. Я все меньше, доверяю новым людям, я все больше придерживаюсь старого окружения. У меня просто характер такой, я привык не доверять людям. Как-то когда ты очень много читаешь про психологию, когда ты очень много читаешь про историю, когда ты анализируешь это все прям глубоко, ты понимаешь, что натура человеческая, она, далека от идеальной. Но зато каждый раз, когда я встречаю каких-то добрых и светлых людей, это дарит мне надежду. Надежду, что, возможно, еще не все потеряно, и весь тот негатив, на самом деле, который я вижу в других, это, на самом деле, негатив, 5%, может быть, 10% от всей популяции людей на планете. А остальные люди, на самом деле, хорошие, добрые. Дай бог, даст время, даст силы. Посмотрим. В общем, еще раз большое спасибо, друзья, спасибо семья, спасибо родители, спасибо донатеры, спасибо комментаторы и подписчики этого канала. Так, поговорим про год. Год был очень трудный. Знаете, не вот эта лицемерная фраза, которую вы могли услышать по телевизору, что год был трудный, а и слушать это от людей, у которых все, в общем-то, в жизни весьма и весьма неплохо. Это, довольно, поганое ощущение. У меня реально год был тяжелый, он был тяжелый эмоционально, финансово, физически, в плане здоровья. Обо всем по порядку, например, к маю я настолько сильно
устал от языка, устал от нагрузки, настолько сильно я как-то еще в себе, как-то в каких-то личных вещах запутался, что я помню, я пришел с Тиндер-дейта с одного, с свиданки, я просто сел на пол и я рыдал. Ну, у меня случился нервный срыв, я рыдал, я выл, вот, и после этого я просто взял нахрен, очистил свой телефон у всех социальных сетей, наверное, ушел в детокс на месяц просто. Месяц меня вот не было нигде, кроме YouTube и TikTok. Это был, наверное, один из лучших месяцев в том году. В общем, в эмоциональном плане год нервы просто, ну, есть пара нецензурных слов, он мне нервы, скажем так, неплохо так натянул. Даже тот момент, когда я получал паспорт с этими проверками от МФЦ, от МВД, тоже мне, знаете, нифига не лило бальзам на душу. Было довольно тяжело. Особенно, когда, знаете, когда ты начинаешь реально ощущать себя персонажем Кафки в произведении «Процесс», когда ты просто видишь перед собой этого чертового Левиафана, ты не понимаешь, как к нему подступиться, ну... Ты как бы получаешь неплохой урон по морали. И справиться с этим, это стоит нехилых таких затрат ментальных. Опять же, все это очень сильно сказалось на здоровье. Я очень много в этом году болел. Прям очень. Не было ни одного, наверное, сезона, когда я не был бы простужен. Иногда там я мог заболеть несколько раз за месяц, как, например, этой осенью. Причем это простая простуда, знаете, вышел, типа, там, на сквозняк, все, хана, ты простыл, у тебя температура, у тебя сопли. А там под конец года я ухитрился и простыть, как только вылез сейчас от простуды, я стал пищевую аллергию. Вот. И на самом деле это, наверное, не только этот год виноват, это просто закономерный итог вот 5 лет того, как я забивал на здоровье, на свое. То есть в 2016 году, как я бакалавриат закончил, я перестал заниматься спортом, я ушел в армию, это уже достаточный урон по здоровью. В армии я схватил пневмонию, то есть это еще урон по здоровью. Потом коробковирус, а до этого сидячая работа тоже без спорта, как бы просто ешь и работаешь. Ну, в общем, тело мое сейчас, конечно, далеко от аполлоновского идеала, но даже далеко от того, который я имел в школе, когда я занимался карате и закалялся. Вот. Хрустит, щемит, что-то как-то вот, ну, вообще не очень ощущается. А мне всего 27. Я, конечно, шучу, что я дед, да, там, что я ворчу, но мне всего 27 лет. Это типа не окей. Вот. Постараюсь с этим что-нибудь придумать, что-нибудь сделать. И еще и внешняя обстановка, она как-то очень сильно так накладывается, что тоже, знаете, ни хрена себе не облегчает ощущение от года. То есть надеяться остается только на себя, на какой-то свой близкий круг, потому что всем остальным, ну, по большому счету, на тебя наплевать. Государству на тебя наплевать ровно до тех пор, пока ты как бы налоги не перестаешь платить. Как только вот это наступает, все, с тобой резко начинают интересоваться. В остальном ты никому не интересен, кроме самого себя и какого-то своего близкого круга. Но, несмотря на все это, я очень много вот чего достиг в этом году, да, там, из каких-то soft skills, разумеется, это работать на минус морали. Легко поиграть в игру, когда ты заряженный, и у тебя все получается. Даже легко играть, когда ты заряженный, но, знаете, против тебя просто обстоятельства складываются, а ты как бы в этом не виноват. Но вот когда ты как бы можешь пенять только на себя, и у тебя постоянный минус к морали, ну тут просто начинается какой-то Dark Souls в реальной жизни. Ловим минус по морали, но, как говорится, держим строй, русские не сдаются. Я научился работать в этих обстоятельствах, я научился сохранять спокойствие в этих обстоятельствах, не унывать, да, там, может быть, я день погрущу, потом просто хлопнул в ладоши, и, как говорится, там, народ не сдавался, и я не сдаюсь. Канал вырос в 3 раза, было в начале января 40 человек, сейчас в январе 2022 года 124 человека, 124. Вау. Без кликбейтных заголовков, без кликбейтных заставок однотипных, без скривляния на камеру, чисто. Я говорю о себе и о мире вокруг меня. Я считаю это успех. Да, это не феноменальный успех, это не прыжок выше головы, нет, это просто хорошо. У меня вырос ТикТок, у меня было в начале, по-моему, 300 подписчиков или 200 подписчиков. За 1 месяц я его взрастил до 3000 с копейками. И даже вот, да, возвращаясь к вопросу о морали, сейчас вот я в Чехии, меня TikTok таргетит на чешскую аудиторию, у меня видосы собирают по, 100-200 просмотров вместо там тысячи, нескольких тысяч, как они собирали раньше.
Это тоже как бы last hit по морали, но ничего, будем искать ключик, будем не сдаваться, будем работать над этим. Опять же, я, смог окончить курсы, я не бросил их, да, там, несмотря на то, как это было тяжело, я сдал экзамен на B2, я смог переехать в Чехию, я смог, да, там, начать учебу в универе, да, более-менее как-то. Как-то с треском, со скрипом я сдаю зачет, экзамен, но, у меня получилось перебраться. Это уже тоже ни хрена себе такое достижение. Это не прыжок выше головы, но даже... я отношусь к этому как к чему-то, что, в принципе, мне по плечу. Вопрос в том, что я чертовски ленивый человек, я адский прокрастинатор, и, поверьте мне, вы вряд ли найдете такого ленивого человека и прокрастинатора, как я. Со всей искренностью говорю, без лишнего какого-то, знаете, преуменьшения своих заслуг. И хочется в этом году это исправить. Для этого мне, конечно, придется... есть такой скейтер, то ли Родни Маллан, то ли это чел из Нью-Йорка другой. Я просто не помню, честно, эту историю именно в именах, но в ней важны не имена, а посыл. Он однажды сломал себе ногу и не пошел к врачу. И нога у него срослась, но срослась неправильно. И чтобы продолжить кататься на скейтборде и быть таким же крутым скейтером, ему пришлось самому себе самостоятельно эту ногу сломать и срастить нормально. Мне в этом году придется сломать внутри себя кое-что, чтобы срастить это нормально, потому что, дальше я просто не вывезу. Со своей ленью, своей прокрастинацией огромное количество проблем у меня только из-за этого. Реально, плохой сон, расшатанные нервы, это все просто потому, что я себя взвинчиваю, я откладываю на последний момент какие-то дела, из-за этого я себя еще больше накручиваю, и просто, до свидания, это невозможно так дальше жить. С этим надо что-то делать. В общем, да, есть достижения в этом году, это достижение хорошее, это достижение очень важное. Есть чем... Да, чё лукавить, есть чем гордиться. Хочется отдельно поговорить про свои хобби в этом году. Во-первых, стукнул год YouTube-каналу. Я очень часто слышал от своего отца фразу, особенно в детстве, что я такой человек, который начать и бросить. Начать что-то делать и бросить. Начать и бросить. И удивительно то, что я YouTube-канал не бросил, продолжаю его вести до сих пор. Удивительно. Меня это прет, мне это нравится. Хорошее хобби. Я начал плотнее вести TikTok. Потому что эта платформа дает мне возможность, какую-то дурость свою туда сливать, а на YouTube уже как-то что-то поспокойнее делать. Я в этом году начал очень плотно угорать по Формуле 1, и это прям супер прикольно, супер веселое мероприятие. Особенно у меня есть друг Антон, мы вместе с ним читаем один твиттер-аккаунт, мы смотрим гонки, и мы с этого всего, конечно, орем очень сильно. В общем, казалось бы, да, F1, какие-то машинки, что-то делают, это все прикольно, офигительно. Контент вокруг этого выстраивается просто уморительный, В какой-то веке я нашел спорт, который мне интересен, за которым мне интересно следить. Еще из хобби у меня в этом году стали путешествия. Такие, знаете, даже не путешествия, а скорее из-за того, что я стал легче на подъем, я стал почаще куда-то срываться. То есть началось все с февраля, когда я очень легко сорвался на 23 февраля с своим товарищем, с Антохой как раз, кататься по окраинам Москвы в поисках пухлого снега на сноуборде. Потом я очень часто срывался весной и летом кататься по городу на доске или просто ходить пешком на большие расстояния. Я прям полюбил это дело. То есть для меня встать в 3 утра, чтобы на скейте добраться до смотровой площадки, встретить рассвет, вообще как раз плюнуть было. Я съездил в Санкт-Петербург на машине. Это мое первое путешествие в Питер на машине. На 4 дня такой небольшой хаотик-трип случился. Опять же, благодаря своей легкости на подъем в этом году я сорвался в Прагу потусить, там посмотреть, потрогать какие-то вещи. Потом я сорвался из Чехии в Россию встретить Новый год с родителями. В общем, такое. Срывание с места тоже стало своеобразным хобби. Надеюсь, я смогу его продолжать в 2022 году. Так как не я один такой умный подвожу итоги года, я еще почитал, что остальные пишут, и все пишут какие-то планы на следующий год, у меня по этому поводу только одна фраза. Расскажи Господу Богу о своих планах, вместе посмеемся. Да, нужно ставить какие-то органические цели и так далее, но, ребят, мы 2 года уже живем в обстоятельствах коронавируса, и никто не знал, что это случится. Глобальных планов у меня никаких нет. У меня есть, знаете, такие планы, приколы, прочитать One Piece в этом году, наконец-то, сгонять на Формулу-1 в этом году, посмотреть это все дело вживую. Из какого-то более-менее серьезного, стать больше. А что я в это вкладываю, сами решайте. Я никаких серьезных вещей не собираюсь тут говорить, потому что,
не хочу вместе потом посмеяться. И на самом деле-то это все, что я хотел вам сказать. Могу только искренне еще пожелать от всей души, от всего сердца вам крепкого здоровья, как физического, так и морального. Да, сил, чтобы со всеми препятствиями в этом году справиться. В остальном, ребят да девчат, все сами, полагаемся только на себя. Нашей жизни за нас никто не проживет. С наступившим вас 2022 годом. Желаю вам еще исполнения ваших всех желаний, которые вы загадали. Ну и счастливого Рождества. До скорых встреч. Покеда.